Здравствуйте, меня зовут Оксана Васякина. Я должна была в мае приехать к вам в Америку из России, в Нью-Йорк из Москвы, но, к сожалению, из-за ситуации, которая сложилась в мире, у меня не получилось это сделать. Поэтому, собственно, я с вами связываюсь по видео, и я сегодня уже нахожусь в режиме самоизоляции, по-моему, 45-й или 44-й день. И буду для вас читать стихотворение из цикла «Эти люди не знали моего отца». Внизу в субтитрах будет перевод на английский язык, который сделали Энсли Морс и Евгений Асташевский. Это стихотворение из большого цикла, и оно посвящено в том, как весь цикл посвящено работе в книжном магазине в центре Москвы и, собственно, поэзии. Вот. Иду по Тверской от метро к электротеатру. Сегодня мы не работаем. Сегодня в фойе электротеатра фуршет. Те, кто его устраивают, продавцы машин, продавцы дорогих часов, продавцы искусства и театральных машин, они просят убрать книжную лавку на время мероприятия. Они говорят, здесь не место книготорговли. Иду по Тверской и думаю, книготорговля для них – это как продавать семечки на улице или куклы с лотка. Одна мне так и сказала: как вы себе это представляете? У меня здесь будут стоять часы за $1 миллион, а рядом будет ваша ебаная канцелярка. И я ответила, что знаете, мне насрать на то, сколько ваши часы стоят. Это мои книги, и они мне дороже вашего миллиона. Менеджеры потом замяли ситуацию и вообще очень скоро все забыли. Только после этого разговора я долго плакала. Когда я иду по Тверской от метро до электротеатра, я думаю о смерти. Сегодня я иду, чтобы убрать книги к открытию выставки, чтобы люди, журналисты и художники не видели изнанки, а видели только кристально чистые лицевые швы, бережно обработанные кураторами и обслуживающим персоналом. Когда книжная лавка закрыта, она выглядит как ночлежка. Ободранные картонные коробки с книгами, опущенная черная шторка, прикрытые тканью журналы. Они не хотят это видеть. Сегодня они даже попросили содрать наклейки со стойки, которые приклеила Саша. Это стикер с ее рисунком, на нем женщина в руке держит череп. Панк Гамлетесса, думаю я, когда смотрю на эту наклейку. И думаю, что это Сашин вклад в разрушение стерильного буржуазного мирка электротеатра. Я не содрала наклейку, потерла ее ногтем, она крепко держится. Интересно, когда я приду в театр, будет ли она на месте? Иду по Тверской к электротеатру и думаю о смерти. На тех часиках за $1 миллион были камнями и золотом выложены игривые обезьянки. Я не видела часов вживую, но видела постеры с их изображением. Я часто вспоминаю этих обезьянок, они ловко танцевали на циферблате. Такой себе Ванитас 2016 года. Сегодня я шла по Тверской и думала о Лидии Юсуповой, о ее наивной смелости и о том ее стихотворении, где она обращается к мертвому сыну. Я взяла ее книжку «Ритуал Сифо» с собой, потому что хотела перечитать текст о камнеломках. Я надеялась, что он мне поможет написать мой текст об Эвридике, но наткнулась на текст Чижик. Иду и думаю о смерти, о том, что когда мама умрет, мне станет безрассудно легко, и я заплачу. Представляю себе, как она спит и не знает о бриллиантовых обезьянках, о том, как гладит рукой с красивыми ногтями лысую от химии голову, как поправляет скомканный в форме груди самодельный протез. А еще по привычке лежит в позе Венеры и смотрит телевизор. Морщится от запаха кинзы и базилика. Она предлагала мне потрогать то место, где раньше была сиська. Так она ее назвала – сиська. Но я не стала, отказалась. Я могу себе представить весть о ее смерти, и это мне кажется легче, чем вспоминать ее не по годам, а коричневевшее от сигарет, водки и болезней тело. Еще сложнее ее потрогать. Произнести вслед за ней это слово «сиська». Иду к электротеатру и думаю о том, что нужно иметь смелость, а в чужих глазах беспринципность и тягу к спекуляции, чтобы написать тексты о мертвых родителях, о мертвых детях, обо всех, которые не были героями.
не погибали в автокатастрофах, не пали на войне, чьи жизни не забрала история, их жизнь не остановилась от стерильно чистого сердечного приступа и кровоизлияния в мозг. Они просто умерли от туберкулеза, СПИДа, рака, шизофрении. Они гнили и разлагались изнутри. Они воняли, они утрачивали человеческий облик. Написать тексты, в которых не будет трепета. Написать тексты, которые станут поэзией. Один человек мне сказал, что стихотворение – это такая маленькая чистая штука, в которой нет ни одного лишнего слова. Нет, думаю. Стихотворение – это вылизанное место. Вот что такое стихотворение. Это вылизанная рана на бедре собаки, кислая от сукровицы и выступающей крови, рыжая с мокрой шерстью по краям. Вот что такое стихотворение. Спасибо. Я надеюсь, что мы все скоро увидимся с вами.